Снайперы – это самые опасные бойцы в любом конфликте. Они несут смерть, оставаясь в тени. Но многие даже не представляют, насколько это сложная профессия. Я расскажу про самые главные мифы и правила снайперов. От реальной дальности попадания до горькой правды про то, почему их не берут в плен. А в конце вы узнаете, почему снайперы не стреляют в голову и как они справляют нужду, сидя сутками в засаде. Ведь, как говорится, тут не отойдешь в кустике. В наши дни снайпер – это не просто стрелок, а боец, который обладает навыками маскировки и наблюдения, специализирующийся на уничтожении ключевых целей, будь то вражеские снайперы, офицеры или другие объекты. Экипированный снайперской винтовкой с оптическим прицелом и приспособлениями для более точного прицеливания, он становится настоящим хищником на поле боя. Скрытным, бесшумным и смертоносным. Снайпер обязан уметь планировать все наперед. Он не просто прячется в кустах в надежде, что когда-то здесь пройдет противник. Нет, каждое устранение – это хладнокровный расчет и молниеносное принятие решений, если ситуация резко изменилась. Интересно, что снайпинг, как специализация, не был распространен в начале и середине 19 века из-за нехватки точного дальнобойного оружия. Однако были случаи, когда во время Крымской кампании и русско-турецкой войны английские аристократы с диоптрическими прицелами и нарезными штуцерами, изготовленными на заказ, охотились на русских солдат и офицеров. Принято считать, что именно тогда и появилась такая военная специальность, как снайпер. А теперь предлагаю разобраться с некоторыми стереотипами, которые не имеют ничего общего с правдой. Один из самых популярных мифов, который я нашел – снайперы работают в одиночку. Но нет, снайпер – это далеко не одинокий волк, который бродит по полю боя сам по себе. На самом деле, в современных армиях мира снайперы часто работают в паре, а иногда даже втроем или в составе полноценного подразделения на 7 или 10 человек. Второй член пары – это не просто кто-то, кто таскает за снайпером амуницию, как какой-нибудь оруженосец. Его задача – защитить снайпера во время выполнения его задач. Представьте себе картину. Снайпер сосредоточенно наблюдает за целью через прицел, а его напарник бдительно охраняет его спину, чтобы враг не подкрался незаметно. Примерно так строится работа классического снайперского расчета. Но и даже это еще не все. Напарник снайпера также играет роль корректировщика и наводчика, подсказывая ему погодные условия, влажность, температуру и даже о том, что происходит в лагере противника. Причем иногда они меняются ролями, чтобы избежать усталости глаз. Интересный тут момент – это переноска тяжелого вооружения. Например, бронебойная снайперская винтовка Barrett M82 весит 14,8 килограмма. Поэтому ее части распределяются между снайпером и его помощником. Таким образом, они могут перемещаться более эффективно и быстро. Ведь трудно оставаться скрытным, когда в одиночку тащишь на себе оружие с полным боекомплектом, высунув язык на плечо. Так что снайперы практически не работают в одиночку. Но идем дальше, сейчас расскажу еще про один миф. Вот что я всегда вижу в кино. Снайпер одним выстрелом гарантированно уничтожает цель. Это, конечно, очень красиво и драматично, но далеко не всегда соответствует реальности. На самом деле, даже самые профессиональные снайперы не всегда попадают в цель с первого раза, особенно когда речь идет о стрельбе на большие расстояния. По словам большинства снайперов, чаще всего приходится корректировать стрельбу, и цель падает только со второго выстрела. Так что если кто-то утверждает, что он всегда поражает цель с первого раза, скорее всего, ему просто повезло, или еще хуже, он просто соврал. К тому же, даже самые тихие снайперские винтовки не способны стрелять абсолютно бесшумно. Это обман большого кино. Глушитель, конечно, помогает сделать выстрел менее заметным на расстоянии, убирая дульную вспышку, но он не глушит звук, как это обычно звучит на экране. Так что, если в очередном голливудском фильме снайпер сделает один выстрел и уйдет, помните, в реальной жизни все обстоит немного иначе. Снайпинг – это искусство, требующее многократных корректировок и умения оставаться незаметным даже после выстрела. А не забрался на дом повыше, раз пальнул и убежал. Но что будет, если снайпера все же поймают? Эта история очень печальная, на мой взгляд.
В армейской среде существует довольно специфическое отношение к снайперам. Эти профессионалы, выполняющие чрезвычайно сложные и ответственные задачи, зачастую сталкиваются с недопониманием и предвзятостью даже со стороны своих же сослуживцев. Некоторые солдаты пехоты ошибочно полагают, что снайперы просто лежат в кустах или на крышах, пока остальные воюют в жуткой схватке с противником. Но на самом деле работа снайпера требует не меньшей смелости и профессионализма, чем служба на передовой. А вот отношение к вражеским снайперам еще более жестокое. Для большинства солдат невидимый стрелок противника – это не просто враг, а источник постоянной угрозы и беспокойства. Вот почему в случае войны снайперам редко удается попасть в плен. Большинство военнослужащих предпочитают на месте ликвидировать тех, кто, по их мнению, грязно воюет. Тем более, что в мировой практике конфликтов часто происходит обмен пленными, и снайпер вполне может вернуться на поле боя. Ну и, конечно, тут стоит упомянуть про месть за убитых сослуживцев, которые никак не могут защитить себя перед снайпером. Подобное касается и военных летчиков. Их также недолюбливают с обеих сторон, ведь пехота никак не может ответить на бомбу с неба. Еще один важный момент, про который я обязан рассказать – дальность стрельбы. Винтовка СВТ-40, с которой служила знаменитая снайпер Людмила Павличенко, имела впечатляющую дальность стрельбы, а именно 1300 метров. Но на практике снайперы часто ограничивались целями на расстоянии не более 600 метров. Почему? Это связано с несколькими факторами. Отсутствие опыта стрельбы на большие дистанции и риском выдать свое местоположение при промахе. С течением времени дальность стрельбы из снайперских винтовок значительно увеличилась благодаря развитию новых технологий в оружии и прицелах. Например, британский снайпер Крейг Харрисон в 2009 году поразил цели на расстоянии 2475 метров в Афганистане, а спустя 18 лет канадский снайпер установил новый рекорд, поразив цель на расстоянии почти 3,5 километра. Попадание первой пулей, как я говорил, считается большой удачей, но иногда от этого может зависеть исход всей операции. Особенно, если говорить про полицейских снайперов. В случаях с заложниками или предотвращением активации взрывного устройства у стрелка нет второго шанса. Однако полицейские снайперы обычно работают на меньших расстояниях, что повышает вероятность успешного первого выстрела. Таким образом, снайперы по-прежнему сталкиваются с вызовами точности и необходимости быстро адаптироваться к меняющимся условиям, несмотря на все технологические достижения в их арсенале. Но кроме стрельбы, как я говорил раньше, снайперы должны обладать и другими профессиональными навыками. И ключевой из них – это маскировка. Она начинается с лица. Нанесение камуфляжа – это не просто практическая необходимость, это целое искусство. Снайперы используют разные оттенки, чтобы сломать контуры лица, которые могут выдать их в лесу или в пустыне. Дальше идет винтовка. Оружие снайпера – это его профессиональный инструмент, его продолжение. Его часто обматывают тряпками, идеально подобранными по цвету и текстуре, чтобы сливаться с окружающей средой. Оружие должно быть таким же невидимым, как и его хозяин. Одежда снайпера – это его вторая кожа, подобранная так, чтобы сливаться с окружением. Зеленая в лесу, песочная в пустыне и серая в горах. Часто сюда добавляют какие-то природные элементы, вроде веточек или грязи. Снайперы могут часами лежать неподвижно в траве, настолько хорошо сливаясь с окружением, что даже опытный глаз не заметит их. Ведь, как я и говорил ранее, одним выстрелом редко все ограничивается, и противник может услышать, но точно не должен увидеть стрелка. А видели отверстия от пуль снайпера в кино? Меня это всегда удивляло. Маленькие и аккуратные. На деле же, если снайпер попадет в голову, то в половине случаев она может просто разлететься. Снайперские винтовки, особенно те, что используются в военных условиях, обладают огромной убойной силой. Пуля, выстреленная из такой винтовки, несет с собой огромное количество энергии, достаточное для преодоления больших расстояний. Эта энергия также обеспечивает пуле разрушительное воздействие на мишень. Например, выстрел из винтовки калибра 50 может пробить бронежилет, оставив после себя огромнейшую дыру. И если пуля проходит насквозь,
она оставляет еще более значительное выходное отверстие. В детстве я всегда мечтал об оптическом прицеле. Классно же, видишь вперед на огромные расстояния, даже в кромешной темноте. В фильмах и играх прицелы часто изображаются как сверхтехнологичные устройства, способные на невероятные вещи. Например, определять звание врага на огромном расстоянии. Однако в реальности все совсем не так. Прицелы большинства снайперских винтовок обеспечивают увеличение в пределах 10 или 20 раз, что, конечно, позволяет видеть цель более четко на большом расстоянии. Но, конечно, не настолько, чтобы можно было рассмотреть мелкие детали, такие как звезды на погонах. Так что задача снайпера – это не детальное изучение врага, а скорее точное и эффективное поражение цели. Также важно понимать, что точный выстрел зависит не только от того, находится ли цель в центре перекрестия прицела. На некоторых прицелах даже нет традиционной маркировки в виде перекрестия. Вместо этого гораздо важнее учитывать такие факторы, как ветер, особенности местности, температуру и даже эффект Кориолиса, связанный с вращением Земли. Поэтому и глупо думать, что снайпер – это человек с хорошим зрением, с разумом, позволяющим наводить крестик на голову противника. Все гораздо сложнее, особенно с выстрелами в голову. Сейчас объясню почему. Тема хедшотов в снайперской практике действительно непростая. Хотя в кино и видеоиграх выстрелы в голову часто изображаются как идеальный способ устранения противника. На практике это значительно сложнее. Почему? Во-первых, голова цели мала по сравнению с остальной частью тела, что делает ее поражение более трудоемким. К тому же, голова обладает высокой подвижностью. Цель может поворачивать ее, делая задачу точного прицеливания еще сложнее. В связи с этим опытные снайперы чаще выбирают в качестве мишени корпус, который представляет собой более крупную и стабильную цель. Во-вторых, существует тактический аспект, связанный с ранением, а не убийством противника. Раненый солдат или офицер может создать для противника больше проблем, чем погибший. Это связано с тем, что уход за раненым требует значительных ресурсов, медицинской помощи, места в госпитале, времени и ресурсов для лечения и восстановления. Таким образом, ранение врага может оказать большее влияние на боевую эффективность противника и его логистику, чем его убийство. В целом, задача снайпера – это не просто устранение вражеских солдат, но и тактическое воздействие на противника, которое может включать в себя как уничтожение, так и деморализацию и создание дополнительных затруднений для вражеской стороны. Поэтому армейские снайперы редко стреляют в голову, за что их ненавидят еще больше, да. Ведь раненый солдат может сутками лежать на поле боя, пока к нему боятся подойти сослуживцы, находясь в зоне поражения снайпера. И чтобы быть готовым на такие коварства, нужно обладать определенными психологическими качествами. Поэтому дальше я расскажу, какие нормативы и критерии отбора есть у этой военной специальности. Чтобы пройти сложный отбор в снайперы, будущим кандидатам предстоит преодолеть целый ряд испытаний, демонстрирующих их физическую подготовку и специализированные навыки. Во-первых, необходимо успешно выполнить 3 физических упражнения. Бег на 100 метров за не более чем 13 секунд, подтягивание на перекладине не менее 17 раз и кросс на 3 километра в полевой форме за 12 минут 30 секунд. Конечно, в разных армиях мира и даже подразделениях нормативы слегка разнятся, но в целом имеют схожие параметры. Помимо физической подготовки, кандидаты должны продемонстрировать умение метко стрелять, ориентироваться на местности и уметь маскироваться. Особое внимание уделяется наблюдательности и зрительной памяти. Кандидаты должны запомнить и обнаружить малозаметные цели, которые затем переставляются и маскируются. Также проверяется способность кандидата сохранять спокойствие перед выстрелом, что особенно важно для точности стрельбы. А вот сам экзамен – это настоящее испытание выносливости и навыков. Например, в России длится он аж целых 6 часов. Включает в себя стрельбу из положения лежа без опоры по разным целям, пеший переход на 20 километров в полном боевом обмундировании с заданиями по тренировке специальных навыков и составлению схемы местности, а также проверку навыков маскировки и повтор упражнений на огневом рубеже. Но после отбора вы не становитесь профессионалом. Впереди еще несколько лет беспрерывных стрельб,
Ведь чтобы овладеть снайперской винтовкой, нужен настрел не менее 1000 выстрелов, как говорят в американской военной школе. Кстати, у снайперов всего мира есть свой негласный кодекс, сейчас расскажу про его основные правила. Например, профессиональные снайперы склонны избегать идеальных позиций для стрельбы с хорошим обзором. Почему? Более сложные и неочевидные места снижают риск быть раскрытым. После совершения выстрела снайперы, как правило, немедленно меняют свою позицию, чтобы избежать обнаружения и уничтожения. В условиях войны есть правило не стрелять по водоносам, поскольку это может привести к взаимному уничтожению ключевых ресурсов для обеих сторон конфликта. А пить и кушать хочется всем. Также есть правило, которое заключается в том, что солдат должен умирать с оружием в руках, а не в беззащитном состоянии, например, в туалете, спустив штаны. Кстати, про нужду, я ведь обещал вам про это рассказать. Ожидание на позиции – это действительно непростой и деликатный вопрос. Работа снайпера часто требует длительного пребывания на одном месте без возможности перемещения, а все мы люди и потребности у нас одинаковые. Как быть? Некоторые профессионалы просто терпят по мере возможности. Другие всегда берут с собой бутылочку или презерватив, который не занимает места, но позволяет справить нужду незаметно, без лишнего шума. Еще один вариант – взрослые памперсы. Вы спросите, а почему просто не сделать дела в стороне или под себя? Во-первых, снайпер тогда теряет возможность следить за обстановкой, и да, риск обнаружения повышается. Тот же запах мочи может привлечь лишнее внимание сторожевых собак или других животных. Да и ходить под себя никому, в общем-то, не хочется. Сами снайперы не очень любят распространяться о своей работе. Ведь ты фактически живешь лишь для одной цели – нести смерть. Из-за малого количества откровений профессиональных снайперов и появляются мифы и стереотипы, которые нам навязывают с экрана. Спасибо за просмотр, до встречи в следующих видеороликах и не забывайте, в общем-то, ставить лайки и подписываться на канал. Спасибо, пока!